Всем привет, ребята! Вам приходилось когда-нибудь слышать о железнодорожных фанатах? Может быть, вам знакомы названия рейлфаны или трейнспоттеры, может даже ферроаквинологи? Или вы слышите все это впервые? В таком случае познакомимся с ними поближе. Железнодорожные фанаты – это люди, которые очень любят поезда, прогулки по станциям, стук колес вагонов, спешащие электрички, длинные составы, метро, проще говоря, все, что связано с железной дорогой и движущемуся по ней транспорту. Увлечение железнодорожным транспортом зародилось еще со времен появления первых железнодорожных дорог и более чем 100 лет назад было описано в детской книжке, а впоследствии и в фильме «Дети железной дороги». Это история о детях, которым полюбилось переписывать номера паровозов, составлять расписание, наблюдать за любимым транспортом и мечтающих прокатиться в кабине локомотива. И вот уже много лет с начала развития железной дороги количество фанатов поездов только росло, а с появлением фототехники, видеосъемки, смартфонов и интернета любителей железнодорожного транспорта подскочило до небывалых высот и продолжает увеличиваться по сей день. Появились различные группы и направления. Рейлфан. Самая распространенная группа фанатов поездов. Свой досуг они проводят путешествия на своем любимом виде транспорта в компании своей семьи или друзей, гуляет по разнообразным станциям, наблюдает за прибывающими и уходящими поездами, пишут статьи, снимают видеоблоги и ведут каналы в социальных сетях. Рейлфанов интересует любой железнодорожный транспорт, будь то старенькие паровозы или суперсовременные метропоезда. Эти люди обладают обширными познаниями и очень интересными историями. Фотофан. Одна из многочисленных групп фанатов поездов. Фотофаны занимаются фотографией всего, что связано с железной дорогой. Поезда, стационарные сооружения, пути, семафоры, стрелки и так далее. Эта группа очень тщательно подходит к процессу съемки, покупая навороченную аппаратуру и современную технику. Частенько фотофаны выбираются на съемки в отдаленные от города места, чтобы поймать составы в движении или на перегонах. Иногда они совершают вылазки в поисках заброшенных железнодорожных путей или поездов, очень редко на охраняемую территорию депо, спецплощадок или заводов. Из своих поездок привозят не только много качественных работ, но также интересные впечатления и увлекательные истории. Ленивец. Небольшая группа фанатов поездов, как правило, ничего не снимает, никуда не ездит, а занимается просмотром различных фан-сайтов и форумов на тему любимых поездов, занимается обсуждением, критикой фотографий, видеороликов на сайтах фотофанов и рейлфанов, полностью посвящает себя общению на тему железных дорог, коллекционированием различных невероятных рассказов и историй со слов очевидцев. Путешественник. Как правило, эта группа любителей поездов забирается в самые отдаленные и глухие места, откуда может дотянуться железная дорога. Они мечтают прокатиться на поезде, объехав всю страну. Съемки и фотографии обычно их не интересуют. Главное – это сам процесс езды на любимом виде транспорта. В пути путешественников ждет масса приключений в виде знакомств с местными жителями, остановками и ночевками в отелях или гостях у таких же фанатов поездов. Трейнспоттер. Также известны как учетчики или статистики. Они занимаются переписыванием номеров вагонов,
коллекционированием фотографий, видео. Очень дотошно разбираются в конструкциях поездов и до мельчайших деталей смогут найти отличия друг от друга. Обычно эта группа фанатов поездов знает расположение всех депо и какие составы в каком количестве в них обслуживаются. Героэквинолог. Это настоящие специалисты поездов. Они сутками изучают историю, очень интересуются развитием, строением поездов и паровозов. Они очень любят современную технику, уделяя большую часть своего времени паровозам. Отлично знают, кто и где изобрел ту или иную деталь и как впоследствии она была применена на практике. Работа фан. Группа любителей поездов, связавшая свое увлечение и работу. Изо дня в день они наслаждаются поездами и железной дорогой. Всегда положительно относятся к другим фанатам поездов, катая любителей локомотивов или показывая им депо. Метрофан. Метрофаны – это отдельная группа любителей поездов, которых привлекает не наземная, а подземная железная дорога. Фотографируют станции, прибывающие и убывающие поезда, катаясь на них, очень мечтают попасть в депо метрополитена. Развитие интернета позволило появиться метрофанам даже в городах, где нет метро. Моделист. Люди, которые занимаются созданием или коллекционированием всевозможных моделей поездов и железных дорог. Они очень много времени уделяют деталям окружения, ландшафту, строениям, персонажам и, конечно же, самим поездам. Свой досуг они проводят дома, превращая свое место жительства в огромную железную дорогу, играя часами в поезда со своими детьми. Игрофан. Любители всевозможных игр, посвященных железнодорожной тематике. Они позволяют окунуться в виртуальный мир, создать свою карту, построить железную дорогу, расположить на ней станции и пустить поезда, управляя любимым из них. Наиболее популярным жанром являются железнодорожные симуляторы, позволяющие почувствовать себя машинистом, не выходя из дома. Радист. Благодаря развитию радиотехники появилась группа фанатов, которые любят слушать переговоры машинистов или кочегаров вечерами. Сигнал можно поймать только около рельсового полотна. Рельсы выступают в роли антенны. Живущим рядом с железной дорогой повезло. Остальные сооружают разнообразные антенны, чтобы усилить сигнал и поймать волну. На этом наше знакомство с фанатами поездов подходит к концу. Надеемся, вам было интересно побольше узнать об этом хобби, а может быть даже и заинтересоваться. До новых встреч, пока!